последнее время в Киеве резко увеличилось количество американских автомобилей, а именно мустангов. Но вы же понимаете, что Киев Рейсер не стал бы снимать машины по 200-300 лошадей. Поэтому 3 поколения Ford Мустангов с суммарной мощностью почти 2000 лошадей. Лично я вообще ничего не понимаю в этих машинах, но я нашел человека, который более чем может рассказать. Это Даниил. Даниил, здорово. Привет. Собственно говоря, Даниил является владельцем, наверное, одного из самых мощных мустангов или самого мощного мустанга в Украине. Тут порядка 1000 лошадей только в этой тачке. И, собственно, очень интересно услышать про него больше информации. Да. Ну, я думаю, перед тем, как начать дискуссию по поводу этой машины, да, надо немножко затронуть историю мустангов, да. Да, это было бы интересно. Да, это своего рода такая субкультура, да, которая началась в 1964 году. Вот именно с этого кузова в 2005 году она обрела опять эту силу, да. Вот это кузов S197. Это GT с объемом двигателя 4.6. С нее, можно сказать, возобновился хайп мустангов. Спасибо Америке за счастливую молодость, да, потому что машина очень доступная, надежная и очень благодарная. По-моему, да? каждый американский студент сразу, да, берет себе мустанга, начинает наваливать в универ. Не, ну, на самом деле альтернатив много, но мустанг это один из самых популярных каров. Да? Вот это вот 4.6 GT, да, то есть дальше, если мы посмотрим, это все 3 брата, да, 3 легендарных брата. Это также кузов S197, как и эта GT, да, только здесь сделали они революцию. Если в этом идет двигатель 4.6, то в этом идет 5-литровый двигатель. В чем изменилась конфигурация, да? Понятно, что другой салон, другая подвеска, другие тормоза, машина начала ехать, тормозить, управляться, рулиться. Но самое главное то, что они перешли с 3-клапанного двигателя на 4-клапанный. В этом двигателе Койот 5-литровом, да, начали использовать большие продувные, эффективные головы, да, с 4 валами. Соответственно, машина начала выдавать стоки 420 коней, да, и которая делала конкуренцию в большом количестве немецкого автопрома, который стоил в 2, то и в 3 раза дороже, да, то есть, по сути, машина очень доступная и мега эффективная. Справа находится уже кузов S550, в нем такой же идет 5-литровый Койот, но американцы в нем уже сделали кованый шатун, и машина в стоке может выдерживать порядка 900 сил. До 1000 сил спокойно держит эта машина. Если забегать немножко наперед, то слабое место в этих машинах, именно в моторе, да, очень тонкие стенки между цилиндрами. То есть ты можешь поменять поршневую, но если ты поднимешься до 1000 сил, то в любой момент может случиться нюанс. Да? Гильзовка. Да, то есть здесь нужно идти путем гильзовки, то есть другого выхода нет. Так, стоп. Даня, расскажи больше про свою тачку, потому что мне больше всего интересно про нее, и зрителям тоже больше всего, наверное, будет интересно про нее узнать. Ну, на самом деле, история началась еще в 2013 году, да. Эта модель, вот именно это модель 2014 года, 5-литровая атмосфера на механике, с трек-паком. Ну, что еще нужно молодому парню, да? Классная машина на ручке, которая круто едет, в свое время она с легким тюнингом ехала 100-200 9,5 секунд. Это, блин, быстро. А теперь представьте, 2014 год. Стабильно, классно, была повседневная машина и круто едет. Что случилось через 2 года? Плюс-минус где-то на 52 тысячах, да, то есть решил, что мощности мало, да, нужно идти путем наддува. Был установлен ProCharger. Тогда, как говорится, горизонт мощности стал совсем другой. Эмоции совершенно кардинально изменились. Да, машина выдала там свои 650-670 лошадиных сил. Я думаю, 650, да, потому что там график прыгал. На маховике? Да, на моторе. Был установлен ProCharger с головкой P1SC1, да, достаточно производительная головка, ее ставят также на корветы. Также был добавлен впрыск метанола. Понятно, что было поменяно сцепление, но то есть не буду говорить, что по ходовке, то есть все стандартно, да, сделано было. То есть основное, то, что был установлен компрессор, сделали метанол, ну и понятно, что машину настроили. При конфигурации в 150 сил машина уже выдавала стабильно свои 6,8 секунд 100-200. Офигеть. То есть это уже, в принципе, 100 геттер ты уходил очень хорошо от 100 геттер. Да, то есть машина дарила безумные эмоции, то есть на самом деле, когда ты сидишь
ну, грубо говоря, за рулем этой машины, да, то есть она достаточно безопасная. То есть если мы сравниваем такой американский автопром, как там, допустим, Корвет, Вайпер это вообще Я слыхал, панк это жесть, да, то есть машина, она, ну, красива не своими цифрами, да, а своими ощущениями внутри. То Мустанг, он достаточно мягкий, он достаточно предсказуем, но и в то же время дает классные показатели, ну, по мощности и по скорости. Так вот, 6,7 100-200, механика, включаешь четвертую передачу прямую, ну и попадаешь просто в телепорт, машина телепортируется. Прежде хочу сказать, что машина сильна не своими цифрами, да, а своими эмоциями. А тебе страшно не было на заднем приводе с такой Страшно. мощностью, с таким моментом? Страшно. Особенно, когда ты едешь, ты натапливаешь, тебя как бы немного начинает, скорее всего, выставлять боком уже даже на тех мощностях, и ты видишь отбойник в боковом стекле, а уже как бы просто перед собой. Ну, знаешь, ты к этому привыкаешь, да, понятно, что твой порог страха, он перемещается дальше, все дальше, и ты считаешь, что это все нормально. То есть, когда садится к тебе пассажир, он понимает, что ну, что-то происходит не так. Ты говоришь, нормально, все хорошо, все под контролем. Едем дальше, да? Ну, Давай хоть капот тогда откроешь, глянем. да, на это всё. уже, можно сказать, на последний стейдж, то, что было здесь сделано. Хочется глянуть, как выглядит. Сколько там? 1000 лошадей? Ну, еще не знаем, это как тайна, покрытая мраком. Так, и что случилось ровно год назад? Ко всей мощности мы привыкаем, да, ко всем ощущениям мы привыкаем, ну и хочется что-то нового, да, что-то такого безумного. Было два варианта, даже три варианта. Первое, это идти путем замены компрессора прочарджера на просто большую голову, да. Второй вариант, ставить шнековый компрессор, но хотелось что-то новое, то, что еще никто не делал, да. Курс был положен на Twin Turbo. Я так понимаю, это не болтон, да, как бы конфигурация? То есть тут Не, уже... на самом деле это болтон, как принципе, говорится, уже десятки готовое решение. бессонных ночей, когда ты сидишь, читаешь форумы, а как нужно правильно собрать, потому что была задача. Все-таки у Мустанга есть порог, либо 800 сил, да, повторюсь, либо 1000 плюс. В чем разница? До 800 сил ты можешь оставлять, допустим, стоковый блок, ну не сильно париться за счет топливной. Когда ты переступаешь черту 800 сил, тебе нужно делать это гильзовку в любом случае. Этот блок у нас никто не делал гильзовку. То есть, по сути, мы первооткрыватели. Нужно серьезно улучшать топливную систему, полностью перекладывать. Ну, приняли решение, что все, движемся 1000 плюс, чтобы кит позволял нам еще двигаться дальше в плане мощности. Ну и стали, как говорится, разрабатывать спек-лист, что делаем по мотору, по коробке, по заднему мосту, по топливной. Ну и, конечно, что же делаем с китом Twin Turbo, да, какой мы ставим и что мы хотим получить в итоге. Тогда по порядку. Давай. Двигатель. Первый в Украине, но я думаю, что, наверное, первый в СНГ, 5-литровый койотовский блок, который гильзовали именно у нас здесь, в Виннице. Собирал мотор Женя. Это можно будет обрезать, да? Это, конечно. Короче, 5-литровый гильзованный блок. В принципе, мы первооткрыватели, мы его сделали, мы его гильзанули первый, да, то есть не в Штатах, а в рамках Украины мы его гильзанули. Дальше была установлена поршневая с расчетной мощностью на 1500 сил, полностью все Manly. Такую мощность стоковый коленвал держит, да, то есть его не нужно было улучшать. Также мы здесь понизили степень сжатия, 9,5. Хотя сейчас последние тенденции в Америке говорят, что ребята любят, наоборот, завышать степень сжатия, да, туда сверху еще давать надув, и это все гасить его 75-м топливом, да, ну, спиртом. Так как у нас есть вопросы с топливом, мы решили понизить степень сжатия до 9,5, ну и ездить спокойно 98-м, плюс добавлять сюда вот впрыск метанола. Вот он здесь есть. Классика жанра, в принципе. Да. Ну окей, мотор мы собрали. Дальше, чем будем его надувать? Решили купить кит от Helion. Здесь стоят в основе два 62-х Precision, 62-66, да, с расчетной мощностью на 1400-1500 сил. То есть, в принципе, двигаться еще есть куда. Это, в принципе, была самая основная задача, да, то есть накататься, если тебе что-то еще приспичит, взял, там, донастроил, ну, в принципе, поехал, да. Окей, мотор собрали, турбо сделали. Теперь осталось что? Нужно чем-то подпитывать. Топливную систему полностью купили от For Innovations. Форсунки здесь Dynamics, кажется, да? Какой производительности? Dynamics. 1050X. Все строилось с большим запасом. Приняли решение, то, что остаемся на механике, на автомат не переходим. И была куплена легендарная коробка Tremec T56 Magnum XL. Эта коробка, она себя показывает на таких машинах, как Viper, там по 1600 сил, по 1800 сил, не знаю. То есть это такая классическая, древняя, крепкая, ну как древняя, то есть сама по себе коробка древняя, но уже с определенными инновациями, да, она... Давай так скажем, проверенная временем. Да. Ну и, конечно же, стал вопрос дальше, ну, редуктор. В стоке здесь стоит торсон для кольцовой, да, хеликовый дифференциал торсон для, в принципе, для кольца. Но если мы говорим, что мы хотим где-то стартануть на слике, тем более, да, на драге, то он рано или поздно рассыпется. Нужно было что-то делать. Ну, решил не париться, перешли на стандартный LSD. Да, так что, в принципе, машина сделана с большим запасом, с большим потенциалом. То есть то, что сейчас пока мы предполагаем, что мы реализовали там чуть больше 1000 сил, да, это еще только начало.
Осталось я научиться на ней ездить. А напомни, сколько суммарно это все дало мощности? О, ну, я думаю, что чуть больше 1000. Чуть больше 1000 сил, 1000. то есть уже можно смело называть GT1000. Интересно, вот вообще ты вот как бы сейчас достиг какого-то там определенного уровня, но, как ты говоришь, всегда человеку мало, да, там тебе тогда было мало, ты решил заняться вот этим. Что дальше? Но я думаю, что нет предела совершенства. На самом деле, есть еще куда двигаться. В ближайших планах это поставить распредвалы под турбо. Да? Сейчас стоят распредвалы стоковые под атмосферу, но из-за этого мы чувствуем небольшую такую, не турбояму, да, то есть машина дольше крутится. Хотим поставить турбовалы. Ну и вообще в идеале это все перевести на спортмозг, потому что пока что машина едет на стоковом мозгу. Хотя вот по всем форумам, как почитал, в Америке не парятся, все валят на стоковых мозгах, да, то есть и в принципе их хватает. Но будем смотреть опять же, да, потому что нету такого plug-and-play кита, чтобы просто вставить и настроить, да, там есть нюансы. Тут все лаборатория, тестирование, первопроходцы опять. Ну, самое основное это заставить машину по-новому жить, да, Ну то есть да. там заставить по-новому работать кондиционеры, там стоковый дэшборд. Не хочется же ставить делать картину полностью, правильно? То есть машина Конечно. должна иметь свой классический. Сколько возможно здесь сделать с учетом вот этих изменений? Не, ну 1400 здесь можно. 1400, снять. да? 1400 можно снять. Ну просто сейчас уже есть проблема, да, с зацепом. На третьей, на 150 она уже буксует. Но опять же, если резина не пролить. Чем дальше идти, тем, А больше что по резине, кстати? Какая резина вообще позволяет держать зацеп даже на текущей мощности? Ну, у меня есть два комплекта резины. Основной, на чем мы ездим, это Toyo 3 восьмерки. Сзади стоит Классика. 19 диаметр, да, ширина колеса 325. Ее, в принципе, хватает, но ее нужно разогревать. Потому что есть нюансы, когда продавливаешь третью передачу, да, то есть на 150 начинает раз и боком становиться. А вообще, то есть, после того, как поменяли коробку передач, да, здесь интересно, длинные стали передачи. То есть, допустим, третья передача это до 170, а четвертая это 280. Офигеть. То есть, по сути, ты едешь третью, включаешь четвертую, и тут начинается рок-н-ролл. Она раздувается, и ты просто смотришь, как у тебя стрелка упирается в ноль, ну, кладется, да, и ты уже не понимаешь, что только обороты. Да. Какая скорость максимальная? Замерял? Ну, четвертую выкручивали, Так. и на пятой еще дальше валили. Ну ты по GPS мерил, по спидометру там же завалено. По жопе. По жопе мерил. По жопе. Ехали быстро. Даже, честно, ну, машина, понятно, что не предназначена там для 300+, допустим, как вот, Как да, вот, да. То есть, но тот разгон, который он дает, да, то есть даже задача не в цифрах, а задача вот в ощущениях. Потому что ты когда начинаешь продавливать, допустим, четвертую передачу, реально время останавливается. Давай проедемся, посмотрим эти ощущения. Легко. Температура воздуха достаточная? Ну, сам расскажи свои ощущения. То есть будет букс, Ну, это будет без- страшно. Ну это безопасно? Это? А это легально, да? Я тебя понял. Да. Ладно, погнали, прокатимся. Но, честно говоря, что-то мне уже страшно, потому что когда речь идет о машине 1000+ сил, еще и на заднем приводе, и, собственно говоря, ты ж знаешь такое понятие, как Mustang драйвер и все такое, и все эти ролики в интернете, когда Mustang Ну, это- боком вылетает куда-нибудь в отбойник или еще куда-нибудь. И мне сразу это все всплывает в голове, я надеюсь, что все пройдет нормально. Ну, это классная шутка. Ну, на самом деле это Мустанг очень классный в управлении, да? Да? То есть, да, Кстати, он мягкий, он... Развей этот миф. Вот А? что по управляемости, как по контролю машины, допустим, в том же заносе, там, вот, ну, тебе самому. Вот, Ну, смотри, основная на нем ездить? причина, ну, в принципе, да, в том, в чем он немножко плохо рулится, ну, как говорят, да, потому что сама по себе машина тяжелая. Мгм. Ну, то Сколько у нее вес? Полный вес это 1800 килограмм. Полного всего, слушай, ГТР ты тонна 700 весит. Ну, Тут вопрос еще развесовки. да, еще развесовка, все остальное, да. Это первое. Второе, то, что подвеска здесь также была доработана. Здесь стоят по кругу стойки Бильштайн, Мгм. да, пружины Ford Racing. То есть я много чего испробовал. То есть у меня были и айбахи, у меня было много чего, да. То есть, но именно вот этот спек Бильштайн, это кто у нас? Легендарный. Он, кстати, хочет купить себе также Мустанг, реально. Да, приехал же, конечно. А? Приехал же, конечно, Мустанг себе выбрать. Да, то есть и этот спек, и у нас сочетание. Андрей, когда Мустанг заказываешь? Когда Мустанг заказываешь? Он у тебя уже едет. А кто вообще взялся за такой смелый проект в Украине? Вот мне Должны интересно. быть компетентные люди, как минимум. Кто эти У нас такой компетентные есть. люди? У нас есть Мустанг клуба Так. свой человек, которому мы все доверяем. Лучшие проекты. И, в принципе, который первый в СНГ собрал такого рода спек, да, на Мустанге. Давайте в студию его. Это Миша GT. Я взял. Привет, Здорово, привет. здорово. Взялись за машинку. Значит, это такая авантюрная машина, авантюрный проект. Он уже был
на компрессоре. Это такой первый уровень был. До первого уровня он был на бодром таком тюнинге. Тюнинг-пакет Stage 1, впуск-выпуск, там выхлопная система. Такого плана мы сделали. А после этого компрессор, как всегда, мало. И решили как бы... да, ударить когда так называемым по панкухе. Вот. Ну а это американский панк, как только в самом ярком проявлении этого слова, это 2 турбины, это усиленный мотор, тут подход как бы сильный, дорогой, по-богатому, классная. Вот, то есть, собственно, яркая машина с ярким проектом. Доработок очень много, доп. Оборудования очень много. Есть такие моменты определенные, что отверстия заводские для проводки, они просто уже как бы не вмещали того количества нашей проводки и нашей матчасти, что приходилось их увеличивать. Вот. Реализация проекта достаточно сложная, потому что все надо предусмотреть, все надо сделать максимально качественно. Одна ошибка, один мотор. Миша, правда говорят, что если написано болтон, это далеко не болтон? Да. Всегда болтон кит, всегда пишут там 3 дня и ты поехал. 3 дня ты поехал, и на 5-й день ты уже приехал, в принципе, и ты уже делаешь мотор заново. Хорошо, Вот. давай так, как это вообще все собиралось, как весь процесс этот Да, происходил? собиралась вообще на самом деле эта штука вся ориентировочно около 2 недель, то есть наша работа. Это турбы, это доработка этого турбокита, потому что очень много моментов было ничего общего с эксплуатацией и реально стабильным автомобилем не имело. Какие-то вещи пришлось переделать. Вот, топливная магистраль, затрагивался каждый узел, до этого уже все это рассказали, то есть коробка, передаточное число автомобиля, задний редуктор, блокировка, все выставлялось, все настраивалось под эту машину, то есть конкретно. Вот, в принципе, все системы, они как бы усилены, заменены. Не было ни одной системы, которая не осталась без какого-то внимания. А расскажи какие-то интересные вот моменты, которые были в процессе построения и настройки данной конфигурации. Ну, всегда знаменательно этот первый старт автомобиля, и все его ждут, и чаще всего, на самом деле, раз и завелся. Все классно, все вздохнули. Здесь было не так. Здесь был новый аккумулятор, вот, он достаточно маленький. Это спортивный аккумулятор, чистый автоспорт, и там очень высокие требования к качественному крепежу батареи и позитивного и негативного провода, да. И, соответственно, где-то какой-то момент был не зачищен, и мы с автомобилем не могли завести. Ну, где-то около часа, и нам как бы, мы не думали, что это батарея, мы не думали, что это еще какие-то моменты. Она была затянута, все было окей, но не хватало момента затяжки. И за счет этого у нас было такое неприятное чувство при старте автомобиля. Это как всегда, знаешь, ты все вроде сделал, тут ни хера не работает. И как всегда, сука, какая-то мелочь, блин, тебе Да, все было подпортила максимально всю малину. классно, все проверено, все отлично, но она не заводится. Все, да? Да. А дальше все пошло по маслу. Не, дальше все нашли, да, все окей. Дальше мы нашли проблему, все пересмотрели, нашли проблему, завели, были максимально счастливы, рады, то, что автомобиль завелся, потому что это была командная работа, не только наша. И моторист присутствовал при первом старте, чтобы послушать автомобиль и мотор. То есть были определенные такие риски, да, что что-то пойдет не так. Но все отлично, машина едет. То есть, в принципе, у нас в Украине можно делать такие проекты, да, и как бы это, в принципе, и недолго, и разумно по деньгам, и надежно, и быстро, с гарантией и Да, так далее. мы на G-Tuning делаем такие проекты. Спецификация основная — это американские автомобили, ну и, в принципе, любые автомобили под автоспорт, в основном дрифт. Вот, и такой проект мы взяли и реализовали, в принципе, все отлично. Ну, поняли. Ссылочки в описании. Переходим, Есть. заказываем, делаем 1000 лошадей. Мы за то, чтобы у нас было побольше машин, 1000 плюс. Хотя Даня такой, ой, что-то он скривился. Да ладно, больше конкурентов, больше стимула двигаться дальше. Конкуренция, наоборот, подталкивает, правильно? 100%. Все, хорош базарить. Да. Погнали кататься, замерять. Надо ж драйва добавить, а то болтаем и болтаем, да, скажете вы? Много болтаем. Поехали. Давай, еще подымим, может, немного. Даня снова скривился. Америка. Димон, ну что, снова? Ага. Пакетик есть? Ручек нету, пакетик есть. Ух. Ремень есть? А? Ремень есть? Так, у нас здесь получается, это у нас буст-контроллер, да, все так же видно широкополоская. Привет! Да. Видосики Лупим, да. Ты попал на видео.
Привет, мистер Киев Рейсер. Здравствуйте. Как дела? Да нормально. Сейчас, я надеюсь, не умрем. Отлично, сейчас плюнь. Давайте не будем мешать. В машине есть два режима. По сути, off и боевой. Off порядка 700 сил. Пиковое давление 10 PSI. Офф это 700 сил. Да. Естественно. У меня на максимальном наддуве 700 сил. Твою налево. Ну нахер. Это мы еще не едем, ты хочешь сказать? Мне это уже не нравится. Вот мы если 60 и начинаем. Да ну нахер. Дурное, сука. Только давай в поворот не будем заходить боком, не надо все. Так, держим. Держим очко. Держим очко. Что ж будет, когда боевой ты пробишь? Смотри, в чем прикол? Мы сейчас начинаем стартовать, допустим, со второй. В чем проблема, допустим, боевого? Мы сейчас едем за у нас 13 BC. Боевому 22. Офигеть. Ну, то есть нет смысла, потому что мы просто не удержим. Холодно. Сколько у нас 13 градусов. Ну вот мы со второй начинаем ехать. Это на боевом? А? Нет. Просто на оффе. Просто нов. Да ну нахуй этот космолет! Супер эмоциональная машина. Я просто, знаешь, на боевом боюсь, что вы нас не поставил на пусто боком. Так что пока. Знаешь, я тоже что-то не верю желанию. А Димон так тем более. Мы еще хотим наснимать видосиков. Вот Как-то так, это 700. ты знаешь, у меня, короче, даже на этих 700 ощущение между моим Геттером и Геттером Долгополова. То есть вот я пассажиром у себя ездил там, ну как бы да, есть ощущение, что валит там и так далее, но оно какое-то неполное. На Геттере Долгополова вообще, собственно говоря, писец. Ну, там, да. А тут вот сейчас на офе, да, что-то между тем и этим. Ну, я думаю, что ждем теплой погоды. Я думаю, что в следующем сезоне там немножко лошадей добавится. Поддобавится? Да, будет такая, знаешь, как будет повод еще снять видео. Упс, провтыкали разворот. Сколько мы едем? Далеко. Тут полоса заканчивается, если что. Не, это писец. А. Конечно, Какой кофе? Да, проехал на Мустанге битурбо. Проснулся. Такую тачку у себя в гараже определенно приятно будет иметь. не, безусловно, то есть, знаешь, как если есть желание ехать, я не знаю, на время, с кем-то соревноваться на деньги, то нужно брать полноприводную, да, то есть с коробкой передач, которая нужна на все делает. Да. Тогда будет все максимально стабильно. А если мы хотим... Да ну хер! А если мы хотим, чтобы время останавливалось? Ну тут реально останавливается. А вот я смотрим. А вот, по сути, эта машина стоп. Сток? Тихо едем. Вот, тихо А, ну едем, да. в тишине. Ты, кстати, пробовал куда-то ездить на дальняк там? В Одессу? Блин, когда она была атмосферная, на самом деле, у меня не зря там наклеечка сзади висит, Нюрбуринг. Не стрёмно? Это Шадар А? самый страшный трасс вообще, самых опасных. Блин, ну знаешь, я когда на ней приехал на Мустанге на Нюрбург, на меня
истинные немцы смотрели на 911, типа, это что, типа сумасшедший, типа, что ты делаешь? Нет, трасса очень была мега сложная, но мы как туристы приехали, просто, знаешь, как проехаться, посмотреть, поставить там, галочку. На ней путешествовать очень круто. Так вы думали первый круг, да? Первый, второй? А? Говорю, так вы думали первый, второй круг. Сейчас мы проедемся по лайту, как туристы. Да. Не, на самом деле, была влажная погода, я трассу не знал, да, то есть, потому что когда прокатил Нюрнберг такси, да, такая М6 Гранд-купе, понятно, что этого повторить мы не смогли. Ну, галочку поставили, проехали 3000 километров в эту сторону и обратно, знаешь, на мусте очень комфортно путешествовать. Что по расходу по трассе? Не поверишь. 10 евро. Да ладно? Да. Это Да ладно. смешано. Когда мы там еще когда заезжали, мы были в Берлин заезжали, в Лейпциг, куда мы еще, в Штутгарт заезжали. То есть у нас такой был турне по Германии. Ну, это на стоке. Да, на 100. Не, как у меня уже был Болтон, тогда машина ехала 2,5 на 100-200. То есть даже при этих спеках, да, то есть там на коллекторах, на выхлопе, на впуске, на коллектор был сделан, то есть на ней было очень комфортно путешествовать. Мы даже, получается, так, мы поехали, мой товарищ, у нас своим другом был на 911 Carrera 4S, но я на мусте. Так пацаны ко мне пересаживались, потому что у меня мягче подвеска, спали у меня. Да, то есть машина не зря называется Roadrunner, да, потому что на длинной дистанции ты сел, комфортная подвеска, да, то есть большие габариты, классная мультимедийная система, то есть едешь себе. Ну, интересно, Что ты намерен? эта постройка, да, и почему хотелось уйти от компрессора, да, потому что сделал компрессор, все, в принципе, ты упертся в один результат, ты ничего не можешь сделать. Здесь же, когда мы добились определенной там, мощности, да, ты начинаешь ее реализовывать. Когда только поехали, значит, она долго дулась. Там машина ехала, 60 секунд не могла выехать. Хотя ты понимаешь, Из 6? Да, 6 не могла выехать, потому что, хотя у тебя динамика после 200 была такая дурная, то есть, бешеная. Просто за счет того, что ты включаешь, третья передача долго дуется, на переключении есть определенный лаг. И путем дальше, мы там разбирались, и ты каждый раз совершенствуешь, получаешь лучший результат. Понятно, что это получаешь удовольствие. Сейчас лучшее время 5,6. 5,6. 5,6 200, но это при том, что все равно он долго надувается, да, то есть эту турбояму мы хотим убрать с помощью валов, но вообще задача пробить 5. 4,9. Ну это на этой мощности, да, то есть если мощность поднимем, то понятно, что Да, это средние 4 мы победим. Срак. Но все равно, знаешь, как задний привод и механика раз на раз не приходится, то есть ехать стабильно очень тяжело. Конечно, это что нужно уметь быстро щелкать передачи. Да. Короткоходный? А? Все четенько. Нет. Вот, ну да. Короткоход убрал, потому что Неудобно? короткоход нет. Здесь такая коробка, получается, что хвостовик коробки подходит прям под вот эту, можно сказать, дырку, да, под шифтер. И когда ставишь короткоход, у меня в моем случае там у меня этот Хёрст стоит, да, и он дает сильную вибрацию, то есть такой уже такая old school, да, то есть такой чистый спорт уже, да, когда у тебя дребезжит все, да, как-то хотелось оставить такие ощущения заводской машины, когда ты едешь. Но тут еще даже не 100-200, интересно, 200-300, да? Ну, приедем. Потеплее будет, поедем. Теплее будет. Что, поехали? Боевой? Боевой? Что, мы сразу боевой или мы сначала снимаем? Да я грибу. Да. Сколько? 1000? Ну, зацепимся. Если зацепимся. Ну, не добей, не добей. А что замолчал? Не дави, не дави. Что, отличается? Тебе знакома ситуация, когда ты забываешь язык русский? Слушай, отличается от оффа? А? Да, пиздец. Что-то меня опять начало тошнить. Надо, блин, заканчивать с Ну, ты этими понял, мощными почему тачками. я отпускаю, она рассрывает, я отпускаю, продавливаю. Да, Это я был понял. плавно продавил. Вообще понял, что... Вы знаете, кто-то не может зацепиться с места, да, и для них это считается проблемой. Мы не можем зацепиться с места, нет зацепа. Народ, вот конкретно эта машина о том, как зацепиться со 100. 100, 120, 130. Третья на 150. Напомню, какая резина стоит? Твои 3 восьмерки, 125. Тое 3 восьмерки R 325. Да, 125 ширина.
Ее пустить в букс как бы вообще крайне проблематично. Но эта машина, она просто издевается над этой резиной. И над нервишками водителя. Да, Дань? Водитель спокойно, всегда спокойно. Хорош, хорош, хорош! Ты знаешь? Да ну! Хорош! Вот как слова говорить. Конец четвертой передачи. Просто конец четвертой передачи. Это просто конец был, не четвертая передача. Ну нахер такое One надо. more time. А? One more time? Если прикольно, можно сходу Так. надуваться, смотри. Давай только без фанатизма. Хорош, хорош. Глаза в порядке. Я понял. Ну, это вам не это. Это брутальщина. Народ, все смотрели фильм Need for Speed? Там был... Это все цветочки. Это цветочки, да? Это цветочки. Сколько, по твоим наблюдениям, ощущениям после просмотра фильма у него было лошадей? Заявлено было 900. Ну, по железу, я думаю, что было 750-800. Там небольшой был компрессор. Там был чувак, роль играл, Тоби Маршалла, да, который наваливал на Мустанге, который он строил и продавал потом. Вот, Но они были на компрессоре. На маленьком компрессоре. А Да. здесь 2 престижа на 62. бля, я даже не могу речь построить. Короче говоря, вот помните, сколько драйва было в этом фильме? Достаточно много. И там лошадей 800, да, где-то? Лошадей 800, народ. Такой же Мустанг, да, по сути. Только 1000 лошадей. Битурбо. У нас в Украине. Здесь, в Киеве. А вы говорите, у нас нет машин. Есть. Мало. Ну, мало. Спасибо вот таким ребятам, как Даня. Что ты собрался сделать? Только аккуратно. Там красный, красный! А с места мы не зацепимся вообще? Садимся. Хорош, хорош, хорош! Мы, по-моему, буксовали все передачи. Третью. Только третью? До третьей. Ну по ощущениям это, я не знаю, как передать. Я не знаю, что можно говорить о таких машинах и о их владельцах. Честно говоря, я думал, что сегодня мы будем ночевать в больнице. Потому что пустить в занос Toyota 38R и изрядно попалить ее может не каждый мотор. 1000 лошадей на заднем приводе, тапку в пол, вся третья передача в шлиф. Это очень страшно. Снимая такие ролики для вас, иногда мне кажется, что я просто не смогу снять все машины. Я просто не доживу. Но я знаю, о чем вы скажете. Будь осторожнее, нам же нужен классный контент. Народ. Но если быть максимум осторожным, не получается сочных классных кадров. Жогово, экшены, то, что вы любите. Все ради вас. И М5. Оглашается людскому. Больше народу заценило, что такое 1000 сил. Но сегодня мое мнение про эти машины, про Мустанги, изменилось просто кардинально. Это, сука, сумасшедшая дура.
Я даже слова не могу подобрать. Чао! Пока-пока. В Украине нету нормальных тачек? Ага. Подписываемся, ставим колокольчик, чтобы не пропустить. Дальше вас ждет еще больше Жокова, еще больше лютых, крутых монстров. Короче, ночью ездить не особо вариант, нету зацепа. Поэтому мы еще решили устроить один заезд с Мустангом днем. Сейчас где-то 15 градусов температура, может быть даже больше, наверное даже больше. Так что сейчас заедем с ГТРом. Ну что, Дань? Поехали. Предчувствие, что Даня просто в космос улетит от нас. Все, будешь снимать, да? Да. Давайте запустимся 90, окей? 90? Хорошо. Короче, народ, вот вначале вам может показаться, что он не едет, но он просто пытается поймать зацеп. 1000 лошадей на заднем приводе, это, ну, надо еще уметь управляться с машиной. Сейчас еще один заезд, 90. Стремно ехать с Мустангом, которого носит по дороге. Просто дурное ускорение. Да, Вадик? Инкапсуляция. Инкапсуляция. У нас тут снимает мажор 100%. Папенькин сынок. Папенькин сынок, мажор 100%, которого вы видели в одном из прошлых видео с красной бананой. Мы его взяли оператором к себе на работу. Ну, чтоб, да, не быть папенькин сынком. Вадим, расскажи, как тебе вообще все эти, блин, роллоны, покатушки на геттерах, на мустангах по 1000 сил? Классно. То, что я люблю. Попал в движуху, да? Вот так мы проводим, блин, выходные. Главное, да, не сколько сила зацеп. О, вот это правильно. Ну что, Вадик, посмотрим, как ты заговоришь, когда купишь себе Turbo S. Я не куплю себе Turbo S. Не купишь себе Turbo S? Папа купит. А, ну папа, да, когда папа тебе купит Turbo S. Ты его стреляешь.